после серии предыдущих видео, если даже вы почитаете комментарии, очень много трейдеров интересуются сигналом ротации бара. Почему цена растет, бар черный, а цена падает, бар белый и так далее. Как это все дело происходит. И сегодня мы с вами чуточку копнем в некоторые моменты, как это все дело формируется, как мы торгуем, для чего это. Вы часто спрашиваете, как это у себя настроить. Ну, понятно, что у себя это просто взять и настроить, имея обычный график, нельзя, потому что это определенный код, да, нужен, который встроен в систему. Соответственно, что такое ротация бара, на чем она основана? Она, как и вообще большинство технических индикаторов, основана на поведении цены, на ценах закрытия, на волатильности, на диапазоне. Конечно, вручную рассчитать эту формулу тоже возможно, но когда ты это отдаешь роботу, ты можешь сказать, что при соблюдении тех-то условий закрытия свечей, тех-то условий волатильности и тех условий там, расширения диапазона, сужения диапазона, рисуй мне такой бар, нежели это делать самому. Да? И вот эта формула, плюс-минус, там, умножить, разделить и так далее, и в результате мы видим соответствующий бар. Белый либо черный. Естественно, если нет всех условий для рисование белого бара, то мы можем видеть, когда, допустим, цена вот падает вот здесь, да, а бары по-прежнему белые. И в то же время мы можем видеть, когда цена растет и бары по-прежнему черные. Мы используем этот сигнал строго в одном варианте. Это варианте, когда мы видим моментум. Моментум — это когда на рынке формируется тренд. Проще говоря, когда цена пробивает уровни поддержки сопротивления, да, в частности, когда мы видим в начале торговой сессии, на открытии торгов, если мы берем европейскую сессию, это 10:30 примерно московского времени, если мы берем американскую сессию, это примерно 16:30 по Москве, 4:30. То есть мы видим некий импульс, направленное движение, первая коррекция. Вот пример вам банальный. Сегодня я не торгую в Европе, я здесь не участвовал в сделках, я вам показываю вообще, как мы используем этот сигнал. Да, вот у нас импульсное движение, вот у нас коррекция. Мы какой видим? Белый бар. То есть мы видим бар белый, который говорит о том, что, ну, как бы бычий бар. Для нас это белый бык, черный медведь. Да? Мы можем поменять цвета, и сейчас я вам покажу настройки, и, соответственно, будет как нам привычно, да, там зеленый и красный, да, зеленый вверх, красный вниз. Но не так важно это. Да, соответственно, бар белый, ага, я понимаю, что это бычья, да, фаза или там из-за коррекции и так далее. Фишка в том, что мы ждем первого черного бара, если был импульс вниз. Вот здесь мы обвалились вниз, да, где точка кульминации вот этой коррекции будет? Где точка кульминации вот текущей коррекции, которая здесь, но они немножко разные по своему формату, но это не так важно. Да, вот он первый, бум, выстрел, первая коррекция, и вот у нас первый черный бар сел. Оттуда приходят самые лучшие сделки, да, когда мы торгуем ротацию бара, то есть после выстрела, после импульса, после какого-то, да, расширения диапазона. Вот и все. Вот его единственное значение. Мы не используем этот сигнал во флете. Вот когда рынок флетит, например, мы можем видеть эту ротацию на каждом шагу. Да, ротация, ротация, ротация. И без расширения диапазона она неэффективна, ротация бар. Но если вы посмотрите на тенденции, ведь откуда пришел сигнал ротация бар, откуда пришли стрелочные, откуда пришли паттерны? Из тенденций. Все, что я делал, и все, что я делаю по сей день, это наблюдаю эти тенденции. То есть я смотрю, что происходит с рынком, где точки кульминации коррекции. Вот когда коррекция заканчивается, что там на графике происходит, что формируется. Когда движение заканчивается, что происходит. То есть что происходит на макушках, на низах движения, коррекции, импульсы, неважно, что их объединяет, какие технические аргументы, да, там могут быть в одном месте в одно время, что может привести к движению цены. Таким образом появляется кластер, то есть почему называется система кластер трейдер? Да? Потому что несколько условий в одном месте в одно время. Да, если вы посмотрите, каждый раз после сильного бум-импульса первая ротация бара очень-очень солидный трейд. Но дело в том, что рынок не формирует сильный моментум каждый там, день. Бывают дни, когда нет моментумов. Тогда мы используем другую комбинацию сигналов. Мы сейчас к ней перейдем. Это паттерны. Слабые, разворотные, двойные, сложные, слабые вершины и основания. Как раз почему не было 10 дней видео на канале, я был занят записью новых тренингов для трейдеров нашего сообщества по паттернам. Как находить паттерны, как их определять, как они формируются, как торговать на отбой, пробой, ложный пробой, какой правильный риск-менеджмент должен быть. То есть это вся серия видео от начала, от того, как они формируются, до того, как их торговать и как
рассчитать объем, как определить то есть position management, да, управление своими сделками. Вот это все, что необходимо трейдеру, да, поэтому это требовало от меня большой отдачи, да, и, естественно, нужно было еще успевать торговать. Хотя торговал я очень мало вот эти дни, да, особо таких сделок каких-то интересных не было. Да. Поэтому ротация бара это трендовый сигнал. Вот здесь мы видим коррекция, черный бар, первый черный бар, sell. И дальше в работу включается менеджмент, управление сделкой, потому что управление сделкой это более даже важный момент, потому что если ты не можешь управлять своим капиталом, который, собственно говоря, да, ты инвестируешь в трейдинг, ты не сделаешь деньги даже при самых лучших сигналах. И в моем случае управление позицией, особенно по сигналу ротации бара, осуществляется очень просто. Я вхожу по ротации бара, допустим, здесь, либо здесь. Первый таргет идет 1 к 1. То есть соотношение риск-прибыль. Я использую 2 ордера, 2 контракта, да, в каждой позиции. Если я здесь нажимаю sell, 2 сделки открываются. Первый идет 1 к 1. То есть стоп всегда за максимум коррекции. Чуть выше, чуть ниже это не так принципиально. Вот максимум коррекции, да или нет, да, абсолютно. Вот черный бар, да или нет, да, абсолютно. То же самое здесь. Еще раз, это не пример того, что ой, какой сигнал или нет. Я вам рассказываю, как мы торгуем этот сигнал. Да? Пример, потому что если вы хотите посмотреть живые торги, вот здесь мы закрепим в правом верхнем углу ссылки, обязательно посмотрите. Живые торги по ротации бара, по паттернам. В конце видео будет специальный плейлист, вы можете посмотреть все мои трейды с лоссами, с профитами и так далее по этим и другим сигналам. Именно живые, да, когда мы находимся у правого края графика. Сейчас мы разбираем концепт, да, общий. Соответственно, стоп-лосс идут сюда, первый таргет 1 к 1, да, и дальше вторая позиция, которая остается, для нее нет тейк-профита, и она автоматически уходит в безубыток или около, да, точки безубытка. Конечно, многое зависит от того, где находится первый тейк-профит, да, потому что у нас стоп-лосс идет. Если стоп шире, допустим, может быть же вот такая коррекция, да, и, соответственно, стоп здесь, и ротация где-нибудь здесь, да, и тогда тейк дальше будет. Не так важно. Соответственно, вторая позиция около нуля, либо в безубытке уже, и затем, если движение продолжается, я ищу точки, как я могу добавить к позиции. Особенно вот если мы возьмем дни, где были сумасшедшие тренды. Их немного, 2-3 дня в месяц и по одному инструменту, когда мы видим бум, моментум. Моментум это оголтелый рынок, когда ты видишь вот просто жик в одну сторону. Вот, например, сегодня активно падает нефть Brent, да, если мы с вами откроем график Brent вот здесь. Ну, это утром было. Смотрите, какой моментум. Смотрите сюда. И посмотрите, сколько было ротаций бара. Просто вот в качестве вам примера, да, сегодняшний пример. Мы пробили здесь уровень. Ротация бара белый-черный. Бум. Белый-черный. Бум. Белый-черный. Бум. Белый-черный. Бум. Посмотрите. До тех пор, пока мы не дошли до вот этих уровней, это отдельная история, это уровни волатильности. Может быть, мы сегодня их затронем. Это зоны, когда рынок экстремально растянут. Это говорит о том, что тренд настолько озверел, что мы близки к точке истощения. В 85% случаев здесь будет пауза, либо реакция обратная. Вот как здесь мы, доходя до этой зоны, чуть ниже, мы видим, сегодня ушли, и начинается пауза. Да, вот эта точка, когда нужно прекратить торговать с трендом, либо быть очень внимательным к торговле с трендом, потому что, приходя вот в район первой зоны, второй зоны волатильности, вот здесь как раз написано, да, не покупать наверху, не продавать внизу, и эти зоны действительно одни из самых мощных. Но тем не менее, еще раз, ротация бара, трендовый сигнал, который очень-очень-очень эффективен в волатильных рынках. Его эффективность трудно переоценить. И он абсолютно бесполезен во флетовом рынке. То есть вы никогда не сможете сделать один и тот же сигнал эффективно во всех рыночных кондициях. То есть первое, в чем вы должны отдавать себе отчет, когда вы торгуете по любой системе, по любому сигналу, в каких кондициях он наиболее эффективен, где его сильная сторона, а где его слабая сторона. Вот и все. То есть в каких условиях работает ваш. Если вы пытаетесь его во всех условиях применить, либо вы его применяете трендовый сигнал в бестрендовых условиях, то ничего не получится. И естественно, если вы торгуете только этот сигнал, логично у вас будут просадки, либо вы будете там болтаться в нуле, когда бестрендовый рынок. И логично, вы будете делать бабки, когда трендовый рынок. Понимаете, да? Вот и все. И твоя задача просто контролировать риски, когда ситуация не самая лучшая на рынке flat.
Потому что вот часто бывает, если я вхожу по ротации бара, например, рынок слабый, даже вроде пробили, но дальше движения нет. Например, вот здесь я вхожу, рынок что-то потоптался, пошел вниз, там либо дошел до первой цели, либо не дошел, начинает корректироваться, мой трейдинг уже около нуля будет. Если цена разворачивается, я теряю гораздо меньше, чем если бы мой стоп был здесь, да, и я получил бы полный лосс. Вот основная задача. А если идет движение, то хорошие движения, все хорошие движения на рынке, они, как правило, случаются вот в таком одномоментном, да, как это сказать, потоке, да, то есть бум, обвалились, как нефть сегодня, вот сейчас фунт мы видим, бум, то есть после ротации сразу движение, после ротации сразу движение. И я знаю, что я буду делать большие бабки, когда такая история, и у меня будет флэт, то есть на счете, да, ничего происходить не будет. Если я торгую или там попал во флэт рынок, потому что это нереально сказать точно вот рынок во флэте, потому что он может выйти из флэта, но при этом дальше не пойти. То есть, вот, например, евро я вчера торговал, или индекс DAX возьмем, где у меня здесь евро, да, вот вчерашний трейд. Давайте найдем вот здесь пробой уровня, коррекция, белый бар, бум. И рынок снова вернулся обратно. То есть не было продолжения, не было моментума. Да, ты делаешь здесь профит, но этот профит так или иначе тебе не даст, не сделает кассу. Да? Ты делаешь кассу в 2-3 сумасшедших движениях, которые должен поймать в свою сессию. Да? У тебя должны быть инструменты, которые помогают и позволяют тебе ловить такие движения. Для нас это ротация бар. По поводу изменения цвета. Вы можете зайти, у кого премиум, либо базовая у вас версия Cluster Trader. Вы заходите в цвета, и вот здесь можно поменять цвет. Да, можете поставить вместо белого зеленый и вместо черного красный, нажать ОК, и вот у вас будет сейчас привычный цвет свечей. Белый и, точнее, красный и зеленый. Но мне, если честно, так не очень нравится, поэтому я предпочту вернуть настройки, да, и поставить здесь. Давайте, где у меня здесь белый, да, и здесь поставим черный цвета и нажмем ОК. Вот так, для меня так лучше. Кликайте вот здесь на подсказки в правом верхнем углу, участвуйте, подключайтесь к нашему профессиональному сообществу. Короче, делайте все, чтобы сформировать модель мышления прибыльного трейдера. И, конечно, действуйте по плану. Всего доброго, до встречи на онлайн-торгах и пока.